Приветствую всех, дорогие друзья! Мы остановились с вами на сборке машинки. Вот, прикрепили все маркерами. Вот, напомню, вот сюда до крыши. Крышу, в общем, еще прошью, а потом уже буду дальше переднюю часть машинки. Итак, покажу, как я сшиваю. Тут, в принципе, можно способами разными, как вам удобно. Вот, я покажу, как я это делаю. Вот. То есть ниточку сейчас сначала закреплю. Вот так. Маркер убираю. Я шью вот так вот. Здесь закрепила. Вот таким способом. Вдоль вот этого как бы среза. Сюда. И возвращаюсь. Вот получается ниточка. И вот так. Вдоль среза. Ну, вдоль края, вернее. Вот так, чтобы не запуталась. Вот такие стежки будут получаться снова отсюда. Я не затягиваю сразу, чтобы вам было видно. Снова вот так. Вот. И здесь. Вот так. То есть стежки вот так располагаются. И сейчас подтяну, покажу, как. Вот. И вот так получается сшитый шов, вот этот хороший. Его не видно здесь. И он хорошо закреплен, нету никаких дырочек. Итак, еще раз. Вот, все вот выложено у нас хорошо, все сходится. Снова вот сюда. Вот стежок. Сюда. Снова сюда. И сюда. Получается достаточно быстро и удобно. Ниточку вот подтягиваю. Смотрите, вообще не видно стыка. Вот. Здесь ниточка заканчивается. И вот таким вот способом полностью прохожу по всей машинке. Не по всей, вернее, там, где у нас скрепили мы. Крышу прошиваем включительно. Сейчас покажу, вот, например, на вот этом моменте. Вот здесь идет. Сейчас, надеюсь, на камеру видно. То есть покажу, вот как переходы вот эти будут выглядеть. То есть ничего не нужно растягивать. Когда вязали, мы все проверили, все сходится. Вот поэтому ничего не нужно припосаживать, растягивать. Все отлично подходит. Так, вот делаю. И подтягиваю. То есть лучше, ну, каждый шовчик подтягивать, каждый стежок. Вот, вот так. Вот здесь. Вот так.
Вот. И вот здесь вот прям как идет вот этот край, так его и пришиваем. То есть здесь будет вот так. Вот так. А здесь вот так. И снова до маркера. Вот. 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 И сюда. Подтягиваем. Получается вот такой шов. Маркер снимаю. И дальше. Вот так. И тут вдоль края. Вот так. Вот. Вот ни ниток не видно, ни дырочек никаких нету. Поэтому хорошо, когда холофайбером будем наполнять, ничего не будет просвечиваться. Хорошо все будет сшито. Так. Вот. Вот, то есть вот этот изгиб пришиваем, как он и идет. Рельефный край, значит так и пришиваем. Тогда все будет ровненько и все будет сходиться. Так. И снова до маркера. Так. Так, вот где маркер, там и ниточка выходит. Снимаем. Вот. И за счет этого получается вот такой рельефный шовчик. Не знаю, на камеру, надеюсь, видно. Сейчас покажу угол, как выглядит. Так. Так. Стягиваем. Вот как раз до маркера. По краю.
Вот. Вот так выглядит угол. Сюда будем спойлер потом пришивать. Принцип, я думаю, понятен. Так и проходим вдоль краев. Сшиваем вот эту сторону. Потом точно так же, только начиная от крыши. Я переверну вот так вот. И начиная от крыши, сошью вторую сторону. Вот. И задняя часть машины будет готова. Ну, затем встретимся, будем продолжать. Я сшила вот две стороны. Это у нас остается передняя часть, одна и вторая. Вот. Хочу вам показать. Вот все сходится. Не знаю, на камеру видно, нет, но надеюсь, видно. Вот. Так получается. И теперь будем прикреплять точно так же переднюю часть с помощью маркеров. То есть одну сторону я уже покажу, как я это делаю. Ну, по аналогии, я думаю, что будет понятно. Вот как раз как мы делали заднюю часть машинки. Так, прикладываем. Да, где я остановилась вот с этой стороны, ниточку я оставила, не обрезала. Ну, а с этой стороны обрезала, но оставила подлиннее. Так. То, ну, в принципе, уже видно, что все хорошо сходится. Так вот, прикладываем. Вот тут, где закругление, закреплю. Тут. Вот замечательно получается. Я надеюсь, у вас все получается. Тоже. Так. Где-то вот так. Все, прикрепила. Точно так же сейчас прикрепляю другую сторону. Провожу от маркеров, чтобы по рядам все сходилось. Вот, как и делали вот эту заднюю часть. Проводим линии по рядам и прикрепляем, чтобы все было симметрично. Затем точно так же сшиваю. То есть здесь продолжаем сшивать, а здесь я буду сшивать от начала. Вот так вот вверх. Встретимся, когда сделаем. Я сшила по двум сторонам, боковушки пришила к основной части. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, все симметрично. Так выглядит. Конечно, машинка большая, на камеру не все помещается. Вот. Все вот эти изгибы, в общем, все симметрично. Теперь нам необходимо будет, это у нас верхняя часть, да, покажу с изнанки. Вот так выглядят швы
с изнанки. Ниточка, где заканчивалась, я оставляла хвостики такие подлиннее. А теперь нам необходимо соединить дно с вот этой передней частью под капотом. Сейчас покажу, как я делаю. Вот, взяли машинку. Это изнаночная сторона у нас, капот, то есть передняя часть. И отсчитываем слева направо 4 петелечки вот по вот этой стороне широкой. 1, 2, 3, 4. В пятую маркер. И присоединяем дно. Вот. То есть это чтобы колесо сюда вшить. Теперь берем иголочку с ниткой, присоединяем ее. То есть изнанка у нас внутри. Мы снова будем сшивать вот так вот по лицевой стороне вдоль края. Присоединяю сюда ниточку. И то же самое отсчитываю 4 петелечки. 1, 2, 3, 4. И вот сюда, в пятую, снова начинаю присоединять. Точно так, как мы сшивали вот эти боковые швы. И продолжаем. Вот, чтобы вот эти расстояния были ровные. Здесь будут колеса. Ну, чтобы видео не затягивать, сшиваем самостоятельно. Пришила. Точно так же теперь сшиваем вот эти боковушки. Теперь по дну. Тоже сшиваем по лицевой стороне. Вот так прикладываем. То же самое мы когда вязали, все меряли. Вот, сходится. Поэтому точно так же присоединяем ниточку и сшиваем здесь и с другой стороны. Сшила вот эти боковушки. Так, это у нас под капотом. Машинка большая, на камеру вся не помещается, конечно. Вот, итак, у нас теперь получается остались 4 отверстия вот такие для колес. И нам нужно сейчас наполнить машинку эту холофайбером для того, чтобы определиться, где будут находиться вот эти вот глазки. Вот. Поэтому сейчас наполняем холофайбером. Ну так, не под завязку, а просто чтобы у машинки была форма. И было видно, где вот этот сгиб, чтобы мы могли прикрепить вот эти глазки насквозь, в общем, через вот это окошко и через саму машинку. Итак, наполняем холофайбером и встретимся. Я немного приподняла камеру, чтобы хоть немножко лучше было видно. Итак, наполнила холофайбером, то есть не плотно, просто чтобы увидеть форма, какая получается. Итак, вот это место, уголочек крыши. И вот здесь вниз сюда спуск. То есть вот так вот будет выглядеть приблизительно форма машинки. Вот. И вот это вот окошко как раз получается где-то, это вот эта, которая большая часть,
Вот так она будет присоединяться, пришиваться. Окошко вот это, вернее. Вот, ну а низ уже будем выравнивать четко по рядочку. Итак, сейчас берем глазки. Вот глазки. Помню, у меня они просто в пленочке. Вот, и определяемся, где будут находиться вот эти вот глиттерные глазки. То есть можете немножко шире, уже, выше, ниже. То есть посмотрите, как вам больше нравится. Когда с местом определитесь, я беру просто ножнички и вот так вот в отверстие аккуратненько, чтобы не повредить. Вот. Расширяю и уже сюда вставляю. Итак, сейчас я сделаю и будем продолжать. Я сделала. Мне больше нравится, когда они рядышком находятся. Вот здесь же я пока не закрепляла. Прикладываем уже, то есть смотрите, где будет сгиб вот этот. Все вот приблизительно вот так вот прикладываем. Так, еще с учетом, что будем пришивать. Вот так по ширине. Хорошо, чтобы подходило. И прокалываем насквозь глазик. То есть насквозь туда машинку. И вот этой заглушечкой уже закрепляем снизу. Вот. И она хорошо очень держится. Здесь, чтобы не перекосилось вот это окошко, смотрите и выравниваете по рядочку, где мы вязали. Так. Все проверяем. То есть я один глазик прикрепила, второй проверяю еще раз по ширине. Вот. И закрепляю теперь второй. Вот, так как глазки большие, хватает хорошо длины, ну, вот этого хвостика глазика, чтобы хорошо закрепить. Вот так вот получается. Хорошо, крепко держится. И теперь уже можно будет пришивать колеса. Вот, и я уже в готовом виде буду пришивать фары, улыбку, окошки. То есть сейчас будем пришивать с вами колеса. Я начну с заднего колеса. Итак, колеса я пришиваю так. Сейчас, во-первых, покажу. Вот все сходится. Мы как-то вязали, опять же, все сверяли. И хорошо все должно подходить. Пришиваю я колесо так, чтобы вот это дно, оно было не снизу, вот так вот, а как у настоящей машины приблизительно. То есть вот где у нас начинается на колесе уже вот сюда вот сгиб, где глазиком, там глазиком или пуговичкой скрепляли, вот, чтобы вот этого сгиба, вернее не сгиба, углубления вот это, чтобы его не было видно. Вот, вот так вот я прикладываю. Сейчас на камеру может не очень хорошо видно, но надеюсь, я понятно объясняю. То есть, чтобы максимально было похоже
на настоящую машину. То есть вот здесь поверху у меня будет колесо пришито вот так вот. То есть где-то по центру. Вот так вот. А снизу вот это дно просто будет касаться вот сюда. То есть тут уже вся ширина колеса будет видна. Но сейчас я, в общем, пришью и, надеюсь, будет понятно. Покажу в готовом виде. Пришиваем все точно так же. То есть закрепляем ниточку и вяжем. Тут по краю, ну а тут вместе в этом, где нужно вам. То есть колесо располагайте, как вам больше нравится. Сейчас я попробую показать. Надеюсь, будет видно. Итак, расположила машинку. Ну, надеюсь, будет понятно. То же самое. Вот, закрепляю ниточку, узелок. Располагаю колесо. Вот. И теперь вот так вот иду по колесу. То есть вот центр колеса. И вот я вот так вот иду. Захватываю за петелечку. И здесь по краю. Вот так. Снова за петелечку. И по краю. То есть вот тут мы с вами специально оставляли место. Вот. Под молнией вот это я подхватываю. Снова за петелечку. И вот здесь надеюсь, видно, под молнией. И подтягиваем. На камеру не очень удобно. И, в общем, вот таким способом я пришиваю. То есть вот здесь прям под молнией подхватывайте, тогда она будет, молния вот это впритык к колесу. Вот. Вот где пришито уже видно, что молния здесь впритык к колесу, и будет красиво. Вот, и в общем таким способом прошиваем вот до этого момента, где мы сшивали дно с боковушкой. И я покажу, как дальше я делаю. Вот я дошиваю уже до вот этого соединения, до места. И как делаю я? То есть я здесь выравниваю, можно даже маркером взять и прикрепить вот эту часть. Вот. То есть, как я говорила, тут уже вся ширина колеса. И вот здесь где-то, где начинается углубление. То есть можно прикрепить маркер. Я беру центр, вот так вот, петелечка, колесо и петелечка, вот это.
А вот здесь, где переход, то есть я выкладываю и пришиваю уже так, как оно выкладывается само. То есть вот так. Тут получается будет переход с центра вот этой середины и туда постепенно и уже вот сюда. Ну, сложно, конечно, здесь на камеру показать, но я надеюсь, что более-менее понятно. И продолжаем точно так же пришивать. То есть здесь захватываем красную по краю и здесь захватываем там, где ложится, вот соприкасается, вот так и прошиваем. В общем, я тогда сделаю и покажу в готовом виде. Надеюсь, будет понятно. Вот я немного добавила холофайбера, решила показать. Дошила уже до вот этого места соединения. Вот оно. Вот оно у нас. И вот так получается. То есть вот мы прикрепляем вот так, вернее прижимаем колесо. И видно, где будет проходить шов по колесу. Вот уже начинается переход. Вяжу вот так по колесу. И здесь по краю. Все точно так же, как мы и шили. Здесь тоже спускаемся на вот эту вот, на вот этот ряд, где у нас маркер стоит. Вот так. Вот, все по краю. Видео, конечно, может получиться длинным, но хочется показать, чтобы все было вам понятно. И вот так вот продолжаем. Это я просто вот этот переход хотела показать. Вот. Вот так выглядит переход. Ну и точно так же здесь уже ровненько шьем. Здесь будет переход. Я дошила до того места, откуда начинала, и делаю закрепочку под молнией. То есть потом молнией мы накроем, и ничего не будет видно. Хорошо закрепляем. Оставляю достаточно длинный хвостик, чтобы его сюда потом под молнию спрятать. В общем, получилось вот так. Пока еще тут все такое сморщенное. То есть, когда пришьем, все разгладится, будет смотреться красиво. Вот. И вот так получается. Точно так же пришиваем второе заднее колесо. И не забываем про симметрию. Пришила колеса. Вот так получается. Так. И так. Передние колеса пришиваем точно таким же способом. Только располагаю я их так, чтобы вот здесь вот это закругление,
Сейчас, чтобы было видно. Вот это закругление, чтобы немножко прикрывало колеса. То есть тут по ширине точно такие, как и задние. Можно посчитать ряды. Вот, например, начиная от этого 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там за 7-й ряд, грубо говоря, пришиваете. Или за 6-й, как у вас получается. И точно так и здесь. Отсчитываете вверх, чтобы вот эта вот часть вот так вот получалось. То есть вот тут вот у вас, начиная, ну вот в стороне получается. Вот здесь вот. Здесь будет рядов такое же количество, как и задние колесики. А вот здесь уже будет прикрывать немножко. Вот. И пришиваем точно таким же методом. Ну, чтобы не затягивать видео, я уже покажу в готовом виде. Наполните немножко холофайбером вот здесь под капотом, чтобы было более понятно, как выкладывается колеса. Точно так же с помощью маркеров можно прикрепить. И главная симметрия левых и правых колес. Да, и еще очень важный момент. Прежде чем пришивать передние колеса, распределите холофайбер вот здесь вот в задней части машинки, чтобы уголки вот эти все было наполнено. Потому что когда мы пришьем колеса, соответственно, мы уже не сможем добраться вот сюда внутрь, чтобы распределить холофайбер. Поэтому выберите плотность, какая вам подходит, какая нравится, и просто хорошо распределите, чтобы машинка была равномерная, симметричная. Вот хотела вам показать, как я прикрепляю колесики. Вот так вот разметила. Одно, точно так же второе, чтобы была симметрия. И пришиваем. И когда будете пришивать последнее колесо, опять же проверьте количество холофайбера внутри машинки, чтобы вам все нравилось, потому что иначе придется или что-то отпарывать, какую-то деталь, и распарывать, чтобы добраться и добавить холофайбера. Вот, пришиваем передние колеса. Пришила колеса, вот так выглядит. Так, это молнии мы будем пришивать уже потом в готовом виде. Сейчас покажу внутри. Вот, все симметрично. Вот так. Камера немножко искажает, но вживую здесь абсолютно все симметрично по количеству рядов. Все сходится. Вот так выглядит. На данный момент видео это я завершу. Надеюсь, у вас все получилось. В следующем видео уже будем пришивать мелкие детали. Благодарю всех за просмотр. Благодарю за поддержку. И желаю всем вдохновения, хорошего настроения. До новой встречи. Пока-пока.